Всем привет! Сегодня я вам буду показывать очень интересную стрижку, которая называется стрижка в стрижке. Состоит она из 4 форм. Смотрите внимательно. Как я вам уже показывала, что мы с вами можем стричь зоны, наши блоки, отдельно, независимо друг от друга. Так вот, нижний затылочный блок у нас с вами будет прострижен как короткий боб. Соответственно, мы с вами разделили пробор, да, делаем рабочий пробор. Это вот, видите, треугольником. Снизу первая наша окантовочная линия, она будет подстрижена массивно. Вот я вам показываю, что это массивный срез. И он повторяет наш пробор, наш треугольник, который мы задали изначально. Линия соответствует, видите? Оттяжка 0, срезаем по шейке, естественно, опять же в форме треугольника. Проверяем после того, как подстригли. Лево-право, натягиваем линии, выравниваем, чтобы у вас было все идеально ровно. Затем мы с вами переходим уже к бобу. Разделяем посередине прядь. Натяжение у нас идет 90, срез 45. Натягиваем 90, вот я вам показываю. Но срезаем 45. Контрольная прядь у нас с вами является окантовочной, то есть в самом низу. Соединяем окантовочную нашу прядку, нижнюю контрольную, с верхней под углом 45 градусов. Затем мы с вами делим пряди по диагонали, подтягиваем все центральной контрольной пряди и простригаем все до ушка, всю оставшуюся зону слева, и оставшуюся зону потом перейдем справа, будем стричь. Попрядно подтягиваем. Контрольная прядь у нас с вами остается также неизменной. Контрольная прядь, как вы видите, я вам там показала, это у нас с вами окантовочная линия. По центру мы с вами сделали вторую прядь, поэтому когда вы по диагонали берете проборчики, у вас ваша контрольная прядь уже видна, вы подтягиваете все к ней. И не забывайте, вот она, видите, моя окантовочная линия, выводить все к окантовочной линии, для того, чтобы у вас красивая была форма. Ну, мы с девушкой со своей решили изменить форму стрижки. Раньше у нас было каре на удлинение к лицу. Небольшое такое легкое удлинение, не сильное. Сейчас вы увидите, я и поменяла стрижку. С противоположной, то есть с правой стороны, мы с вами повторяем также. Была прядь у нас по центру, затем мы переходим с вами на диагональные проборы и подтягиваем все к центральному нашему пробору, то есть к нашей центральной контрольной пряди. Она у нас одна, неизменная. Движения никакого нет у нас здесь. Если мы с вами правильно простригаем, то дальше, вы увидите, я буду расчесочкой поднимать, линия будет ровная. Ну, я всегда себя проверяю, и поэтому я всегда дорабатываю стрижку. Вот видите, линия у нас четко идет в горизонте. Вот по расчесочке видно, что линия подстрижена правильно. У вас так и должно быть. По центру проверяете линию, по горизонту простригаете. Если какой-то волосик у вас там торчит, естественно, его убираете. А затем вы расчесочку переворачиваете и будете стричь уже под углом. То есть именно будете выворачивать расческу так, как у вас отделен пробор. Вот я вам показываю, как пробор. И также вы держите расческу и делаете проверку линии. Противоположная сторона повторяете. То есть это все у вас проверка. Соответствует линия. Линия расчески соответствует линии вашей контрольной сверху. Проверили затылочек свой. После этого мы с вами подсушиваем волосы. Немножко вытягиваем.
Вы можете не брать брашинг, вам здесь до идеального не нужно вытягивать. Нужно просто сделать так, чтобы у вас легче было вам дальше простригать, чтобы волос не был такой кудрявый, не был в разные стороны. Немножко его укоротите, положите. И дальше с вами будем дорабатывать затылочную нижнюю зону. Как видите, я использую женскую скелетную расческу, она называется рыбий хвост двухсторонний. Но длину вы, естественно, сторона у вас будет использоваться та, которая вам больше подходит по длине волос. Видите, я дорабатываю окантовку. Подчищаете, чтобы было аккуратненько. И филируем. Филирую, как вы видите, я прямыми ножницами. Метод называется Point Cut. Облегчаем. Для чего я это делаю? Как вы помните, это точечный срез. Что он дает? Он дает как бы легкое перемешивание волос. То есть тогда, когда девушка будет ваша сушить дома, волос будет один в один более плавно входить. То есть он не будет отталкиваться друг от друга и не будет мешать. За счет этого форма будет более мягкая, кудряшек будет меньше, и ей просто будет удобно. То есть нижнюю зону ей практически не надо будет укладывать. Теперь переходим мы с вами к основной стрижке. Продолжаем работу. Значит, мы с вами меняем здесь угол. Мы с вами, как я сказала вам раньше, делала я каре. Теперь мы с вами будем делать уже полукруг. Натяжение у нас идет 0. И делаем овал. Ну, как видите, я люблю все-таки стричь методом поинтинг. Я стригу зубчатым срезом. Что дает зубчатый срез? Он и срезает, и филирует одновременно. Да, возможно, это получается более долго, но результат стоит того. То есть у вас достаточно мягкий срез получается. Когда волос немного кудрявый, ну вообще идеально. Отделяете второй ряд. И второй ряд мы с вами также продолжаем массивную стрижку. У нас будет уже с вами наложение пряди на прядь. Оттяжка 0. И создаем овал. Полукруг. Вот в данный момент я смотрю длину, которая будет подходить нашей модели к лицу. То есть длину не переборщите, обязательно выберите ту, которая будет ей больше подходить. И продолжаем нашу форму. Как видите, массивная стрижка. На затылке я соединяю, продолжаю линию. Переходим на височки. Плавно выводите затылок к длине, которую вы определили. У вас может быть более резкий полукруг, вернее, у вас может быть
скажем так, более плавный круг или более резкий овал. Вы уже выбираете сами. Если вы хотите ввести вашу стрижку в челку, то, конечно же, у вас будет разница более видна, да, чем у меня сейчас. То есть, как видите, у меня очень мягкий идет такой полукруг. У меня разница небольшая у лица и на затылке. С противоположной стороны повторяете. После того, как вы простригли лево-право, обязательно проверяем. Не забывайте, проверки обязательно, потому что у вас нет настолько глазомера. Даже если вы будете стричь 125 лет, все равно нужно себя проверять и контролировать. Ставите для проверки голову клиентки ровно. И все, проверяете. Ну вот, теперь у нас с вами начинается самое интересное. Отделяем следующий наш рабочий пробор, следующий ряд. И теперь мы с вами будем нашу всю стрижку простригать как градуированное каре. Но не сильно градуированное каре, потому что у нас не с самого низа идет. А все-таки было две массивные линии. Третий ряд идет у нас уже градуированный. Вот я вам показываю натяжение. Срез, естественно, под 45 градусов. Все как положено. Деление проборов у нас с вами идет диагональное. Тоже вот я вам показываю, вы видите. Сначала отделяете центральный пробор, делаете контрольную прядь. Затем вы переходите на диагональное деление. Вот я вам еще раз показала диагональное деление. Подтягиваем все с вами к центральному пробору и соединяем наши с вами контрольные прядки. У вас должна получиться прозрачная такая вот прядь, через которую ваша видна контрольная. И вы простригаете по контрольной линии ваши волосы. Все подтягиваете к центру. Левая сторона также диагональные проборы. Продолжаем стричь. Также продолжаем деление диагональными проборами, и мы с вами переходим на височек. Височек, так же как при градуированном каре, с удлинением к лицу, как будто бы у нас, мы с вами подтягиваем все волосы к нашей центральной контрольной пряди. Слева-справа мы повторяем эти движения. Сначала простригли. Теперь мы с вами обязательно делаем проверку. Чтобы сделать проверку, у нас с вами опять же натяжение пряди так, как вы стригли. То есть под 45 градусов вы должны поймать линию свою. Эта линия должна быть ровной, как вы видите. Да? Но на всякий случай, если вы правильно стригли, она будет ровная. Но если чуть-чуть сместили руку, она не будет ровной. И для этого вы делаете проверку. Проверка обязательно. Сначала вы проверяете в плоскости. Помните, я вам говорила, внизу линия должна быть ровной в горизонт. Также и в этой зоне линия должна быть ровной в горизонт. Сделали проверку в горизонт. И теперь вы делали проверку натяжением каждой прядки на одном и том же уровне. Теперь у нас с вами началась другая стрижка. Это уже как вторая, вернее, получается даже уже третья стрижка. Первая у нас с вами была боб-каре внутри. Вторая стрижка – это градуированная каре на затылке. И вот третья стрижка, вот видите, я вам расческой показала, что у нас с вами была, значит, помните, если сначала тяжелая линия массивная у лица был полукруг, теперь я поднимаю эту линию под 45 градусов
и простригаю по окантовочной линии внизу, которую вы создали. То есть вы подняли, у вас сквозь верхние волосы будет видна окантовочная линия. Вот сейчас вы увидите. Сначала, видите, я ее повторяю с натяжением 0. Но объясню почему. Такой есть маленький секретик. Вот видите, я сейчас у лица длину проверяю. И вы простригаете сначала тяжелую массивную стрижку по окантовочной линии, да, с оттяжкой 0, а потом поднимаете на 45 градусов. Но не забудьте, что линия у лица, которую мы с вами сделали, она не должна стать короче. То есть, когда вы приподнимаете под 45 градусов волосы, вы, конечно же, отрезаете лишнее. У вас контрольная линия, которая была окантовочной, нижней, она все равно будет видна. Поэтому подрезаем верхнюю прядь именно по вашей контрольной линии, которая нижняя. Таким образом мы с вами создаем легкую градуировку. И, соответственно, так как мы создаем легкую градуировку под 45 градусов, у нас у лица называется стрижка уже сессан. Не забудьте. Таким образом, вот поднимая линию, мы с вами получаем стрижку сессан. Переходим с вами к следующему блоку, к следующей рабочей зоне. Отделяем пробором и продолжаем стрижку. Стрижем так же, как предыдущий блок. У нас с вами повторяется на затылке градуированное каре. Все подтягиваем к центральной контрольной пряди. Стрижем под углом 45 градусов. Лево-право обязательно с вами повторяем. Переходим на другую зону. Делим мы, конечно же, опять диагональными проборами, для того, чтобы у нас все было хорошо видно. Височки тоже подтягиваем к серединке настолько, насколько хватает длины. Делаем проверку. Я вам показываю расческой, что угол у нас 45 градусов. По длине, конечно же, обязательно проверяйте. Лево-право должно быть одинаковым. У нас не асимметричная стрижка, у нас симметричная. Проверили в горизонт и проверяем отдельные пряди. Натягиваете, соединяете, смотрите длину. Переходим на височки. Простригаем сначала массивно, для того, чтобы определить прядку у лица. Она потом является у вас контрольной, для того, чтобы вы не зарезали длину. Поднимаете под 45 градусов и убираете лишнее, ориентируясь на контрольную нижнюю прядь. Линия уже видна, видите, достаточно аккуратная линия с небольшой градуировкой. С правой стороны также повторяем. Сначала массивно. Если вы в себе уверены, вы можете поднимать сразу и стричь на 45 градусов, чтобы не делать двойную работу. Проверяйте лево-право, натягивая прядки. Из одной и той же зоны берите локоны и проверяйте длину. У вас осталась теменная зона. Мы начинаем ее простригать
все к лицу. Вы делаете, опять же, с оттяжкой 0 первую линию. То есть первая контрольная линия у вас всегда идет с оттяжкой 0. У меня челка не введена в стрижку. Вот я вам показываю ту линию, которую мы с вами задали изначально. Я ее продолжаю. То есть я создаю полукруг. Как вам удобно, вы можете начинать справа, как я, вы можете начинать слева. Я начала справа для того, чтобы вам просто было лучше видно. Хотите, начинайте, если вы четко в себе уверены, начинайте с центра и идите потом в стороны налево, направо. Все это зависит, как вам удобно. Методом, как вы видите, стригу все равно поинтинг. Проверяем. Конечно же, если что-то лишнее есть, убираем. Всю теменную зону я причесываю вперед и простригаю по нашей контрольной линии, окантовочной, которую я только что сделала. Здесь, как видите, я уже приподнимаю немного, для того, чтобы создать легкую градуировку. Сильно не поднимайте у лица, потому что у лица у нас не так много волос, если у вас там челка. У нас получается где-то градусов 30 всего поднимаете и вводите в наши височки стрижку. Затем к центру все подтягиваете. Натяжение у вас 90. И убираете маленький треугольничек, который у вас там будет. Вы таким образом создали еще небольшую градуировку. Теперь переходим к затылочной зоне. И здесь у нас с вами еще одна форма, которую вы используете. Это равномерная форма. То есть у вас натяжение 90, срез 90. То есть стрижка 90-90. Именно вот в зоне макушки. Вы повторяете форму головы. У вас по центру идет контрольная прядь. Слева и справа вы подтягиваете все волосы к вашей центральной контрольной пряди. То есть опять же у нас получается небольшое удлинение к вискам. Делите диагональными проборами. Маленькими шагами, вы большие шаги не делаете, у вас ваша линия среза должна четко повторить форму головы. Затем общим захватом вы проверяете, чтобы у вас все-таки было ровно и красиво. Затем мы переходим уже на стрижку теменной зоны. Опять же отделяем центральный пробор. И повторяем форму головы. То есть вы делаете легкий наклон к лицу. Центральный пробор — это у нас с вами контрольная прядь. Также слева и справа все подтягиваете, насколько дотягивается с висков, с височных зон. Таким образом создаем градуировку. Здесь, конечно, уже с виска не дотягивается, но я все равно проверяю, чтобы я нигде ничего не забыла. Здесь у нас сейчас будет проверка уже височных зон.
Смотрите внимательно. Также вы натягиваете влево и вправо. То есть берете зону, оттягиваете ее к лицу. И вот здесь, видите, у вас есть маленький треугольничек. Вы просто его дорабатываете, убираете для смягчения линии. С правой стороны аналогично. В общем, захватом все захватываете к центру и проверяете треугольничек здесь. Если он есть, убираете. Переходите к стрижке челки. Здесь у нас челка асимметричная идет. Она все время ложится на бок сама. Поэтому для того, чтобы девушка не переукладывала и не мучилась с ней, просто повторяете по росту. Вот как она рассыпается, так и стрижете. Определяете длину. Вот у нас конкретно будет треугольничек с левой стороны, то есть над левым глазом. Вот вы и начинаете с самой короткой зоны. Сначала определили длину и уже затем подводите к этой длине всю основную челку. Простригайте, чтобы красивая была линия, рассыпалась, сама ложилась. Прорабатывайте несколько раз, потому что челка это очень важная зона, очень важная, потому что она обрамляет лицо, глаза. Вот как вы подстрижете, как вы правильно определите длину, так девушка, конечно же, будет ходить. И, конечно, хотелось бы, чтобы она ее украшала. Поэтому маленькими шажочками аккуратненько стрижете. Затем мы с вами всю челку общим захватом приподнимаем именно на линию, на самую короткую, которая была. И убираем, видите, я убрала треугольничек. Таким образом я создала градуировку. То есть я сделала челку более пушистой. Затем вы подсушиваете все волосы. Как видите, волосы у моей модели кудрявые. Поэтому для того, чтобы доработать дальше, нам, конечно же, нужно с вами их подсушить. Но не только подсушить, нам надо их подтянуть, чтобы дальше мы смогли уже филировать. Девушка не ходит с кудрявыми волосами, она вытягивает все время, поэтому нам нужно ей помочь. Вы выбираете брашинг. Хотите, конечно, можете утюгами, все это ваше желание. Я работаю брашингом Olivia Garden, это 34 миллиметра, простите. Значит, единственное, вы дальше уже смотрите по длине вашей волос вашей клиентки. Здесь, видите, я поменяла брашинг, уже идет 44. Почему 44? Потому что напомню вам, что волосы я должна вытянуть, а не накрутить. Поэтому, конечно, чем больше брашинг, тем лучше. Но не сильно большой, потому что волосы кудрявые и более маленьким брашингом вытягивается лучше. Убирается пушистость. А нам нужны гладкие волосы для того, чтобы дальше мы уже перешли к филировке и доработке стрижки. Здесь я вам в ускоренном виде это все показываю. Здесь... Как всегда, да, техника у нас с вами укладки идет, та, что вы поднимаете брашинг выше нижнего, даже верхнего пробора, для того, чтобы создать небольшой естественный объем. Укладочные средства я никакие здесь не использовала. Мы не используем с нашей девушкой ничего, просто у нас это считается как сушка. Но чтобы все-таки идеально доработать волосы, вы должны видеть свою линию среза. Она все-таки лучше видна на прямых волосах. Наша форма уже, как видите, проявляется. И достаточно симпатичная получилась, на мой взгляд. Если вы обратили внимание, у моей модели очень разная структура волоса. То есть у нас, почему нижний затылок был подстрижен как боб-каре?
он очень сильно кудрявый, а верхние волосы, вот которые особенно у лица, они не вьются совсем. И поэтому модель моя мучилась очень сильно. И мы пришли вот к этой стрижке. Теперь она совершенно не мучается, ей отлично, ей легко. 2 минуты на сушку, и она готова на работу. Вытягивать затылок не было возможности. Волос был очень густой, но он и есть густой. Но все-таки вытягивать густой волос это очень сложно, особенно самой себе. Поэтому, конечно же, вы для своих клиентов комбинируете техники, подбирайте под лицо, под структуру волоса. Обязательно учитывайте все. И тогда клиент как бы будет очень доволен. Вот моя модель ходит стричься раз в 2 месяца. У нее прекрасно все держится и лежит. Ну вот за время, пока я с вами болтала, мы дальше продолжаем уже дорабатывать стрижку. Здесь уже идет у нас метод филировки. Помните, это точечный срез. Метод называется Point Cut. Дорабатываете, облегчаете, то есть смягчаете. Если вы обратите внимание, достаточно густые волосы и плотный срез получился, хоть я стригла пойнтингом. Для того, чтобы немножко сделать мягче, еще дорабатываете point-катом. Гладко отчесываете волосы так, чтобы у вас был ровный кончик. Ровный, причесанный, гладкий. И стрижете. Если у вас будет не причесанный кончик, а кудрявый, вы не сможете идеально перпендикулярно держать ножницы. Заключается точечный срез именно в идеальном исполнении. Прядь должна быть гладко вычесана, и ножницы должны быть перпендикулярно пряди. Только в этом случае у вас будет результат то, что надо. Вы не укоротите длину. Вы можете после того, когда сделали по всем волосам, можете руками плотность, толщину проверить. Засовываете руки и как бы закрывая глаза, вы щупаете, где больше волос, где меньше. Но если вы в себе уверены, что вы одинаково нигде ничего не пропустили, то переходим дальше уже к дорабатыванию челки. Ну, челку мы с вами уже не на пальчиках делаем метод Point Cut, а на расческе. Облегчаем челочку, чтобы она красиво, воздушно лежала. Можете использовать слайсинг. Видите, я немножко дорабатываю слайсингом. И еще раз проверяете, на ваш взгляд, линии там, где тяжело, делайте полегче. Наша стрижка готова. В конце вы, конечно же, сдуйте у девушки с волос все очень хорошо. Потому что второй раз мы мыть не будем, потому что у нас уже была укладка. Мы экономим и ее, и свое время. Вот результат вот у нас такой получился отличный. Жду я вас всех на обучение. Онлайн у меня идет теория. Практику, естественно, мы с вами встречаемся лично. Онлайн я преподаю индивидуально. Так что приходите, записывайтесь. Я буду вас всех очень рада видеть. Подписывайтесь на меня, жду вас, пишите. Всем хорошего вечера. Пока.